Задолго до архонтов и задолго до падения древних цивилизаций существовал ангел, который осмелился полюбить смертного. Ее звали Койтар, первая и прекраснейшая дочь небес. И именно ее любовь стала началом одной из самых трагических историй Тейвата. Когда небеса еще правили миром напрямую, небесный порядок создал своих первых слуг – ангелов. Самой прекрасной среди них была Койтар, первая и величайшая дочь небес. Как и остальные ангелы, она носила элементальную корону. Но эта корона была не просто символом власти, она была оковами. Она связывала ангелов с их долгом служить небесам и направлять народы Тейвата. Койтар стала божественным посланником Селестии. Она наблюдала за народами мира, но ее миссия была куда более жестокой. По приказу небес она уничтожала цивилизации, которые осмеливались нарушить их порядок. Многие города пали под ее судом. Позднее ее отправили в северную страну Гиперборею. Там, глубоко под землей, рядом с местным древом Ирминцуля, она наблюдала за этой цивилизацией. И однажды к ней пришел человек, его звали Суйтервойнен. Он задал вопрос, который никто не смел задавать. Почему поиск знаний считается грехом? И тогда он спросил ее о запретном происхождении Тейвата. Но затем он открыл ей свою тайну. Его разум не принадлежал этому миру. Он был космическим странником, который уже однажды посещал Тейват. Эти слова потрясли Койтар. Впервые она задумалась о мире за пределами небесных законов. И в том моменте ее корона треснула. Оковы небес рассыпались. Впервые в своей жизни она почувствовала любовь и свободу. Койтар раскрыла Суйтервойнену тайны создания мира, а он поклялся встать рядом с ней. И вместе они решили восстать против небесного принципа, но их разговор уже наблюдали 3 лунные богини. Используя запретные знания, переданные Койтар, мастера Гипербореи создавали новые формы жизни. На костях древних зверей они создавали бесчисленных фей, альвов. Койтар мечтала о будущем, где смертные и боги смогут жить на небесах вместе. Но небеса не могли этого позволить. Во время войны погребального пламени Селестия обрушила на город небесные гвозди. Гиперборея была уничтожена. Койтар и Суйтервойнен пытались бежать, но их поймали. Небесный порядок наказал их. Койтар и весь ее народ были прокляты. Если ангел когда-либо полюбят, их разум разрушится, их тела исчезнут, и они превратятся в фей. Лишенная памяти, Койтар оказалась в королевском дворе фей. Она плакала в окружении существ, которых больше не могла узнать. Говорят, что именно она поет древнюю песню, которую можно услышать в руинах Амсвартнир. Однажды рядом с ней появился волк. Сначала она считала его простым зверем, но волк слушал ее слова и называл ее матерью. Она дала ему имя Бари, Северный ветер. Когда Бари ушел на юг, Койтар вдруг вспомнила Суйтервойнена и наказание небес, и тогда она дала обет. Однажды она вернется на север, в разрушенный город, и будет ждать освобождения своего возлюбленного, ждать звезду за пределами звезд. Интересные факты и скрытые детали лора. Перед тем, как закончить эту историю, давайте разберем несколько интересных деталей. Отсылка к Вавилонской башне. Фраза, которую можно встретить в сете артефактов Скирк: «Давайте построим город и башню, которая вознесется к облакам, чтобы народы земли больше не проливали горьких слез», скорее всего является прямой отсылкой к Вавилонской башне из Библии. В книге Бытия, глава 11, стих 4 говорится: «Давайте построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя». Согласно библейской традиции, это была одна из первых попыток человечества бросить вызов Богу после Великого потопа. Строительство башни связывают с легендарной фигурой Нимрод, которого часто описывают как правителя, вдохновляющего людей на это дерзкое
предприятия. Эта параллель усиливает идею о том, что город Гиперборея был еще одной попыткой смертных дотянуться до небес и бросить вызов божественному порядку. Мифологическая основа образа Койтар. Персонаж Койтар также имеет явные мифологические отсылки. В истории ее описывают как самую прекрасную дочь Небесного Творца, звезду рассвета и ангела, восставшего против небесного порядка. Все эти элементы очень напоминают фигуру Люцифера в христианской традиции. В древних текстах Люцифера также называют утренней звездой, ангелом, который пал с небес после того, как бросил вызов божественной власти. Значение имени Койтар. Само имя Койтар тоже имеет интересное происхождение. Скорее всего, оно связано с финским языком. Слово «кой» означает «рассвет» или «зарю», а суффикс «тар» используется для образования женских титулов. Таким образом, имя Койтар можно примерно перевести как «дева рассвета» или «госпожа зари». Это идеально подходит ее роли в истории, как первой и самой сияющей дочери небес. Персонаж Саутарвойнен тоже имеет необычную особенность. В текстах лора к нему обращаются то в мужском, то в женском роде. Это связано с тем, что его сознание может существовать в разных физических формах. В истории также упоминается, что юноша, в тело которого он поместил свое сознание, имел зрачки в форме звезд. Такая деталь может намекать на связь с народом Каэнрия. Имя Саутарвойнен также имеет мифологические корни. Оно происходит из финского и связано с существом по имени Самса Пелервойнен. В легендах он считается духом, который создал всю растительность на земле. Изначально его роль связывала с защитой полей и урожая. Эта отсылка может намекать на более древнюю роль Суитарвойнена как существа, связанного с жизнью и развитием мира. История Тейвата полна богов, небесных законов и древних цивилизаций, исчезнувших во времени. Но за этими легендами скрываются куда более древние воспоминания. Воспоминания о времени, когда один ангел выбрал свободу. История Койтар – это не просто история восстания, это история вопроса, который небеса никогда не хотели слышать. Почему стремление к знанию считается грехом? И возможно, этот вопрос до сих пор звучит. В забытых руинах Севера, среди блуждающих огней Селестии и в легендах, которые рассказывают о звезде за пределами звезд. Потому что, возможно, эта история уже закончилась, но тайна Тейвата только начинается открываться. Если вам интересны скрытые тайны лора Genshin Impact, подпишитесь на канал и включите уведомления. Здесь мы разбираем древние легенды Тейвата, загадочные теории и истории, которые игра раскрывает лишь намеками. Увидимся в следующем путешествии по лору.